Девчонки, всем привет! Сегодня я снимаю свой отчет по утреннему Project Pen. Попыталась создать вам более-менее осеннее уже такое настроение. Здесь у меня, как обычно, пустышки. И давайте начинать. Начинаю я свой утренний макияж с солнцезащитного средства. И у меня в проекте вот такое солнцезащитное средство от Холика. Здесь фактор защиты 50. Это, я бы сказала, если вкратце, обобщающе, то это солнцезащитное средство старого поколения. Оно плотное, белесое, оно высветляет кожу, оно жирное и, конечно, не особо комфортное. Я хочу его закончить, просто потому что, во-первых, до следующего сезона оно уже не доживет. Я ни в коем случае не буду его повторять. Не считаю сейчас уже с момента использования прошло 3-4 месяца, не считаю это удачной покупкой совсем. Это средство было не такое уж и бюджетное, стоило в районе 1000 рублей. Сейчас у меня его вот так. Во всяком случае, я просвечивала его фонариком на телефоне. Сейчас уровень средства в упаковке на вот этой линии находится, и упаковка сама по ширине выглядит вот так. Я не знаю, закончу ли я это средство в этом году. Сезона купального в Турции осталось 2 месяца. Потом не уверена, что я буду пользоваться этим средством на регулярной основе. Если от него что-то останется, а скорее всего останется, вполне возможно, что остатки я просто выброшу. В принципе, мне нравится, как ушло за август этого средства. Так что ставим этот продукт в сторону, где расход идет. Сразу следующее средство, которое я наношу после SPF, это консилер. И у меня в проекте консилер от Clinique. Добавила его в проект, потому что у меня вышло заказать очень темный оттенок. Мне нравится по своим техническим характеристикам этот консилер. Мне нравится, как он сидит, как он растушевывается, какой эффект он дает. Достаточно плотный, кремовый, стойкий, но при этом из-за своего цвета мне просто нужно его расходовать, потому что здесь указан срок годности 6 месяцев, и я просто понимаю, что до следующего сезона, когда я буду достаточно загорелая под этот консилер, это средство просто не доживет. Поэтому я его стараюсь расходовать. Он достаточно плотный, поэтому не стекает в тюбике. Но вот я повозюкала внутри, и видно какие-то просветы уже вот на этом уровне. Так что, в принципе, я думаю, что за следующие 2 месяца вполне возможно, я имею в виду сентябрь и октябрь, вполне возможно, что этот консилер даже почти закончится. Далее мое средство для бровей — это от Essence помадка с кисточкой, оттенок 02. Сейчас мне это средство совсем уже не подходит по цвету, тем не менее я продолжаю упорствовать и по утрам его наносить. Сероватое, в принципе, зимой оно меня устраивало. Вполне возможно, что можно было и оставить его на зиму, но дело в том, что оно уже начало подсыхать, помадка подсыхает, ей уже трудно пользоваться. То есть получается обычно, как я делаю, я набираю на кисточку, обмакиваю кисточку об руку, как об палитру, чтобы не нанести много в каком-то из мест, да, и начинаю прорабатывать брови, и я обратила внимание, что вот это пятнышко стало намного быстрее высыхать, чем это было в начале использования. Помадки там уже вот столько. Я думаю, что до конца года мы точно от нее избавимся, просто ввиду того, что, скорее всего, она засохнет, и довыскребать до донышка, прям дочисто, я, скорее всего, ее не буду, просто даже потому, что это еще и не очень-то удобно. Если обратить внимание, тут узкое такое горлышко, в общем, это на самом деле хорошее бюджетное средство. Если бы оно подходило мне по цвету идеально, было бы вообще замечательно. Расход идет. Далее я наношу бронзер. И здесь у меня наконец-то закончился мой бронзер от The Sign. Это был оттенок BR01. Все, здесь ничего нету. Я потратила на это средство гораздо больше времени, чем я рассчитывала. Около 5 месяцев у меня ушло. Конечно, я использовала его не каждый день. И летом я красилась очень мало, но тем не менее я все ждала, когда оно закончится. И вот, наконец-то, это средство закончилось. И это было долго, и я уже от него подустала. Хотя, в принципе, средство было неплохое. Это первая пустышка за данный отчет. И у меня на замену ему лежит вот такой бронзер от Catrice. Я добавила его в проект, естественно, не рассчитывая на то, что я его закончу.
потому что здесь целых 30 грамм продукта. Я даже не уверена, что я где-то встречала больший объем в каком-то из бронзеров. Здесь очень бюджетная упаковка, я думаю, что долго она не проживет. Вот эта крышка очень легкая, и пластик здесь очевидно хрупкий. Мне нравится тиснение пальм. Я пользовалась этим средством, наверное, раз 5. И я набираю с центра, и теснение даже этих пальм пока не стерлось. Я понимаю, что, скорее всего, я в рамках данного проекта точно это средство не закончу. Не уверена, что я буду это средство добивать прямо до конца. Скорее всего, мы в какой-то момент от него избавимся. Но, в принципе, по своим техническим характеристикам мне оно нравится. Это неплохой бронзер. Он такой тепленький, хорошо наносится. После того, как у меня кожа выбелена солнцезащитным средством, я даже наношу его легкой кистью в качестве пудры, чтобы хоть как-то придать лицу адекватный цвет. И мне это средство устраивает. Я также использую его на тело. Он так и называется, Face and Body. Ну, собственно, с такой граммовкой по-другому позиционировать продукты было бы вообще странно. Вот. Я использую его на тело, потому что выравниваю свой загар. У меня как-то так странно загорело. Лицо и декольте загорели больше, чем шея, поэтому шею я им выравниваю по тону. Вот, оно мне нравится, повторюсь. Пользуюсь, если мне нужно будет переезжать, или если у него сломается упаковка, или если я пойму, что мне он по какой-то причине разонравился, заканчивать его не буду, и мы от него избавимся и расхламим в конце года, но пока вот он у меня в проекте. Прогресса, естественно, никакого нету, и я даже не знаю, вообще ждать его или нет, но буду вам его показывать. Значит, здесь у меня средства, которые практически не поменялись за месяц. И также у меня в аутсайдерах в этом месяце румяна от Catrice. Не знаю, пользовалась ими вроде как обычно, но понимаю и вижу, что расхода по ним практически нет, изменений никаких. Как вот были эти бачка сплюснуты немножко, так это и осталось. И я думаю, что с сентября месяца я начну набирать эти румяна сверху, чтобы мы с вами в следующий отчет увидели, насколько вершина этой пирамидки, так сказать, уменьшилась. Посмотрим, эти румяна тоже, очевидно, до конца года не закончатся. Но, тем не менее, я, знаете, добавляю в проекты такие бюджетные средства, очевидно, заведомо бесконечные. Скорее всего, предполагаю, что я просто пытаюсь им максимально уделить внимание, да, а не закончить прямо уж совсем до конца. Возможно, если по какой-то причине они перестанут меня устраивать, да, мы просто, опять же, от них избавимся, но, тем не менее, не значит, что я не уделяю им внимания, не значит, что я как-то на них... Это не значит, что я как-то опустила руки, нет, я все так же продолжаю ими пользоваться, и мне, в принципе, нравится этот оттенок. Он очень приятный, такой арбузный. Это такой удачный вариант Nice Orgasm. Я, кстати, очень часто слышу от девчонок-блогеров, что на самом деле румяна NARS в их известном оттенке оргазм им не подходят. И очень часто я вижу, что девочки расхламляют этот оттенок из своей коллекции. Это интересно наблюдать, потому что одно время все, конечно, от него были в восторге. Это подтверждает то, что иногда хайп вокруг продукта, он просто хайп. Это не значит, что он много кому на самом-то деле и идет. Прогресса нет. Складываем сюда. Далее у меня идут хайлайтеры. Есть у меня вот такой вот хайлайтер от Revolution. Вот так вот он выглядит. На самом деле в нем видны изменения. Если сравнить, по-моему, вот с этой стороны донышко стало больше. Вот, да, я думаю, что будет видно изменения. Мне нравится этот хайлайтер. Он такой с розовой базой, с золотыми блесками. Он достаточно рыхлый. У него, я считаю, устаревшая уже формула. Она такая, знаете, мучнистая. Красивый оттенок, будь он немножко в более современной формуле, ему бы не было цены. Это была очень бюджетная покупка турецкая. Вот видно его базу. Когда все эти три продукта смешиваются на щеках, получается очень красиво. Я продолжаю его использовать. Также использую в уголочек глаза. Сейчас мы его посвочим вместе, где я показываю сочетание на глазах, какое у меня утром. Вот. Продолжаю им пользоваться, и уже как-то говорила, что если он не закончится до конца года, до конца проекта, я еще не знаю, когда буду его завершать, если не закончится,
то я буду использовать его как шиммер для тела. То есть добавлю его в какой-нибудь крем, и тем самым добью, я думаю, очень быстро. Ну, получается, до конца года у нас еще 4 месяца. Вот, посмотрим, какой будет прогресс. Думаю, где-то половину у меня получится израсходовать, и это уже будет неплохо, потому что, ну, на этот хайлайтер я потратила, девчонки, 50 лир, может быть, даже меньше. Я думаю, что я достаточно ему уделю внимания в этом году. Так что прогресс по нему есть. Ставим сюда. Второй хайлайтер, который у меня в проекте, это вот такой вот золотой оттенок от The Balm. Его я использую на тело. Ну, как? Использую, когда не забываю. На самом деле здесь вообще не видно изменений, но вот так вот вживую, визуально я вижу, потому что текстура у него стала более зернистой, потому что я, ну как, рыхлю ее кисточкой, да, и небольшое такое углубление есть, но оно настолько плавное, что его совсем незаметно. Это очень красивый золотой оттенок, на самом деле, как я его использую для тела, и он сидит отдельной такой россыпью золотых блесток, очень красивый. Все в нем хорошо, на самом деле, в этом хайлайтере. У меня только бесит его упаковка, поэтому я вот его ввела в такой ранг продуктов для тела. Тоже была очень бюджетная покупка. Изменений практически нет. По своим свойствам он мне нравится сам по себе как продукт. Пользуюсь в удовольствие, только вот эта вот женщина мне не очень нравится. Каждый раз ее наблюдать, ну так, ладно. Опять забыла нанести вам бронзер, чтобы показать, каким цветом у меня прорабатывается складочка века, когда я делаю макияж глаз. В качестве теней у меня в этом проекте выступает вот такая однушка от Ofra. По ней будет явно виден результат. Донышко стало чуть ли не в 2 раза больше. У меня этот оттенок разбивался. Он разбивался после перепрессовки с алкоголем. Он стал более кремовый и почему-то очень быстро уходит. Красивый оттенок. Просто стандартное такое, то ли золото, то ли бронза. Мне нравится, ну вот я пытаюсь его все вывести. Не уверена, конечно, что я закончу его до конца года. Скорее всего, скорее нет, чем да. Но, возможно, я его куда-то перепрессую или просто выброшу. Тоже посмотрим. Пока пользуюсь, в принципе, с удовольствием. Мне нравится, как он смотрится на глазах. Приятный цвет. И нравится, что идет по нему хороший расход и результат по нему хороший. А вот по вторым тенюшкам результата вообще нет никакого. Это жидкие тени от Marc Jacobs, оттенок Shiny Deep. Они уже, естественно, как и весь Marc Jacobs, не выпускаются. Это отдельные золотые блестки. Я наношу поверх оттенка Ofra. Ну, наношу, конечно, в более меньшем количестве. Именно поэтому за этот месяц вообще не было никакого результата по этим теням. А я так бы хотела вывести их за ближайшие пару месяцев, но понимаю, что, скорее всего, не смогу. Очень жаль, не знаю, почему в этом месяце нету результатов по этому тюбику. Вообще говоря, я пользовалась им, как обычно, ничуть не меньше, чем в прошлые разы. Может быть, соскребла продукт со стенок, не знаю. Ну, в общем, результата никакого, это отметка от прошлого месяца. Далее тушь, и у меня закончилась тушь от Sephora Size Up. Это был пробник, я думала, что эта тушь проживет дольше, но в итоге она закончилась достаточно быстро. Вот такая здесь была щеточка, к ней надо было привыкнуть, она довольно большая, но тем не менее сама по себе тушь мне понравилась. Единственное, что она, конечно, быстро подсохла, и я не могу понять, это из-за того, что пробник или из-за того, что такая формула. Не уверена пока по поводу повторной покупки, собиралась ее делать, но что-то сильно быстро закончился и высох продукт. В общем, это пустышка. Вторая пустышка за месяц получается. И я добавляю еще одну тушь к данному набору косметики. Это Luxe Visage XXL. Всем известная. Я не сказать бы, что была от нее в восторге. Неплохая тушь. Даже не знаю, что мне в ней не нравится на самом деле. Скорее всего, то, что она немножко тонковато ложится первым слоем, что ли. В общем, я не буду придираться, мне просто она чисто по субъективным ощущениям не так уж сильно и зашла. Я хочу на нее сделать упор, потому что она открытая, закончить и сократить свои запасы туши. Это значит, продукт новый будет. И остались у нас продукты для губ. Во-первых, у меня закончилось масло. Это было очевидно, я добавляла его в прошлом месяце, его было совсем чуть-чуть. И вот это масло тинтующее закончилось. Здесь уже на донышке, не выковыришь. Это вообще ноунейм продукт, какой-то абсолютно рядовой из ближайшего магазина. Но благодаря нему я поняла, что мне нравится
использовать такой формат средств для губ в качестве праймера, которым я смягчаю губы перед нанесением уже продуктов с пигментом, с цветом. Ему на замену я брала вот такое масло от Golden Rose, оно было новое, и вот я поставила первую отметочку. После того, как поставила отметки, уже 2 дня пользовалась, и его стало еще меньше. Хороший расход у этого средства, оно немножко тинтующее, не очень привлекает такой пластиковый клубничный аромат, именно поэтому это средство добавлено в проект. Хочу от него побыстрее избавиться. Это такой один из бюджетных вариантов от Golden Rose. У них есть другие масла, гораздо более приятные, в таких, как сказать, более пухлых тюбиках, похожих больше на бочонки. Вот в таких вытянутых версиях у них более бюджетные средства. И вот это средство одно из таких, которых хочется побыстрее закончить, потому что оно такое. Вот аромат выдает всю дешевизну, хотя на самом деле по факту само по себе масло губы смягчает приятно, дает приятный такой оттенок, не сильно яркий, но из-за аромата хочется его вывести, и вот мне нравится, как оно идет. Мне кажется, что месяца за 2 его точно можно закончить. Также у меня в проекте карандаш для губ, который я использую не только утром, но и во всех макияжах, которые только могу вообще. Это Баксом, это их самый ходовой оттенок Хаш-Хаш. Он действительно самый ходовой, очень нюдовый, просто ему уже несколько лет. Здесь много продукта, здесь 2 грамма. За месяц я его точила всего 1 раз, поэтому думаю, что убавилось его совсем на чуть-чуть. Я понимаю, чтобы этот карандаш действительно уходил, мне нужно заполнять им всю поверхность губ. Но я не хочу так делать, не хочу перекрашиваться, поэтому, скорее всего, этот продукт с нами надолго и даже уйдет еще в следующий год. Просто микроскопический расход. Я думаю, что если я за 2 месяца доберусь хотя бы до уровня вот этих губок, это уже будет какой-то прогресс. Но пока, я говорю, его нужно совсем-совсем чуть-чуть, и такой тут приятный оттенок у него. Последнее средство для губ, которое у меня есть в проекте, это блеск для губ, и это какой-то кошмар. Такое впечатление, как будто он регенерирует в тюбике. Я отметила его вот на этом уровне. Он у меня отстоялся и чуть-чуть опять поднялся. То есть фактически за месяц у меня совсем-совсем ушло микроскопическое количество. Это, конечно, расстраивает. Я вообще думала, что это будет одно из самых быстрых средств на закончить. На самом деле это очень приятный оттенок с золотыми блестками. Но просто, знаете, тут уже такой момент принципиальный. Раз уж я его начала, я бы хотела, чтобы он у меня закончился. Раз я сделала на него ставку, я хотела бы добиться каких-то результатов. Понимаю, что из-за своей текстуры это средство очень долго играющее, и я думаю, что я с этим блеском еще буду новогодние макияжи себе делать, золотистые, знаете. Вот, поэтому как-то так, вот совсем непонятно, что я тут себе, конечно, отметила, но тут гораздо меньше ушло, поэтому я все-таки положу его в эту кучку, чтобы не мухлевать. Это такой продукт без прогресса, к сожалению. И еще одно средство я хочу добавить в утренний Project Pen, и это будет аромат на сей раз. Дело в том, что я приобрела несколько новых ароматов. В связи с этим хочу подсократить то, что у меня уже имеется, и то, что абсолютно проходное. Вот этот вот аромат от бренда Atelier Rebou, это турецкий бренд. Это аромат очень свежей розы, такой не тяжелой, бабулькиной, а очень свежий, молодой, только срезанный, действительно тонкий, приятный аромат, который просто пропадает через час. Если какой-то нужен аромат, который вот в жару можно одеть даже в переполненное помещение или общественный транспорт, это вот он. Абсолютно ненавязчивый, нанесли на себя, получили удовольствие. Через полчаса-час от него абсолютно ничего не останется, он не душит абсолютно. В общем, вот этот аромат Atelier Rebou Turkish Rose я хочу закончить в рамках данного утреннего проекта. Это новый продукт. В общем, это весь мой проект. Получается, за последний месяц у меня ушло 3 продукта и стало 9 пустышек. И продуктов становится меньше в этом проекте. Я что-то добавляю, но это расходники. За видео я несколько раз употребляла фразу «закончить за пару месяцев». С чем это связано? Дело в том, что утренний макияж, он у меня для пляжа и для какого-то утреннего выхода, когда нужен SPF и когда нестерпимо носить плотный макияж. Сама концепция утреннего макияжа мне нужна будет до, может быть, конца октября. Я думаю, что
я закрою этот проект через пару месяцев и оставшиеся продукты просто объединю с моим основным Project Pen. Я думаю, что за сентябрь к следующему отчету у нас не будет пустышек, но я очень надеюсь увидеть хороший расход по всем этим продуктам и что-то даже закончить, как я уже и сказала, в течение пары месяцев до закрытия проекта. Мне нравится, что я вообще, в принципе, начала этот отдельный проект, потому что он у меня собран в отдельную косметичку. Это очень удобно, и если нужно с утра быстренько собраться, нанести что-то легко и чтобы защищало от солнца, вот это получился очень удобный формат. Набираешь продукты, не думаешь ни о чем, наносишь их быстро. Такой макияж у меня занимает, ну, наверное, минут 10. И я могу выйти из дома с утра и выглядеть при этом свежо. Вот. Спасибо, девчонки, за просмотр. Отличного вам дня, прекрасного настроения. Удачи вам в ваших проектах, если вы их ведете. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.